Всем привет! И это видео о дистальном прикусе. Эта патология крайне распространена, и сегодня мы разберемся, из-за чего она возникает, как проявляется, как ее лечить и чем же она плоха. Итак, как выглядит дистальный прикус? Человека с этой аномалией вы в принципе можете увидеть сразу. Проявляется она так: нижняя губа смещена назад, а подбородок скошен. Причем проблемы эти проявляются в очень разной степени, от почти незаметных до очень выраженных, тех, что в народе называют птичьим профилем. Итак, как же дистальный прикус проявляется в полости рта? Первый подкласс – это большое расстояние между верхними и нижними резцами, сагитальная щель на профессиональном языке. Второй подкласс – это глубокое резцовое перекрытие и ретрузия верхних зубов, то есть наклон назад. Кстати, глубокий прикус в 80% случаев связан с дистальной окклюзией, а в 20% случаев связан с изменением смыкания зубов из-за несоответствия размеров. Обычно это увеличение верхних резцов, которое приводит к увеличению периметра всего верхнего зубного ряда, или же уменьшение нижнего зубного ряда. Самое неприятное при дистальном прикусе то, что боковые зубы чаще всего смыкаются бугор в бугор. Это приводит к тому, что площадь контакта при жевании очень невелика, а жевательные мышцы развивают очень большую нагрузку, десятки килограммов. Соответственно, эмаль, несмотря на то, что это самое крепкое вещество в организме, стирается при таком прикусе очень быстро. Кроме того, при дистальном прикусе сильно страдают нижние резцы, которые стираются или скалываются из-за того, что на них приходится неправильная нагрузка. Чаще всего это характерно для второго подкласса дистального прикуса. Итак, давайте разберемся, почему же возникает дистальная окклюзия. И причины здесь ровно три. Самая редкая – это микрогнатия. По моим ощущениям, это всего лишь 5% максимум от общего числа пациентов с дистальной окклюзией. Основная проблема здесь то, что ортодонты не умеют достоверно оценивать размер нижней челюсти и, соответственно, ставят диагноз микрогнатия гораздо чаще, чем он есть на самом деле. Это проблема нашего образования, потому что так учат в университетах и в большинстве ординатур. Если же у вас подтвержденный квалифицированным ортодонтом диагноз микрогнатия, то вариантов здесь немного. Если у нас несовпадение между верхом и низом не очень большое, то можно уменьшить периметр верхнего зубного ряда, чаще всего с помощью дистализации на микроимплантах. Кстати, видео о микроимплантах есть отдельно. Либо в радикальных случаях уменьшение верхнего зубного ряда достигается с помощью удаления двух верхних премоляров. Если же несовпадение между верхом и низом очень большое, обычно это какая-то аномалия развития, деформация нижней челюсти, то здесь, к сожалению, не обойдешься без ортогнатической хирургии. Чтобы вы понимали, ортогнатическая хирургия при дистальном прикусе требуется крайне редко. То есть из 100 человек с этой патологией истинная микрогнатия будет меньше, чем у 5, а нуждаться в операции будет всего лишь примерно 1. Вторая, более распространенная проблема – это смещение верхних зубов вперед. Встречается примерно в 25% случаев. Возникает чаще всего из-за преждевременной потери молочных зубов, из-за прорезания восьмерок, которые иногда смещают верхние зубы вперед, и есть еще некоторые причины. В любом случае, независимо от причины, нам требуется сдвинуть все зубы на исходную позицию. Кстати, данная проблема бывает как односторонней, так и двухсторонней, но встречается это реже. Соответственно, лечим мы ее тем, что двигаем зубы с помощью микроимплантов, либо если зубы сдвинуты очень сильно, а передние резцы в очень большой протрузии, то есть имеют избыточный наклон вперед, то может быть показано удаление со стороны смещения. И вынужденная позиция нижней челюсти – самая распространенная причина дистальной окклюзии. Встречается крайне часто, это 20-30 человек на сотню имеют данную проблему. И примерно 3 из 4 пациентов с дистальным прикусом имеют вынужденную позицию нижней челюсти. Возникает она по куче разных причин, таких как
ретрузия верхних резцов или наоборот протрузия, то есть избыточный наклон нижних резцов, сужение верхней челюсти, смещение нижних зубов вперед и много чего еще. Очень часто вышеперечисленные патологии комбинируются между собой. Помимо вышеперечисленных проблем дистального прикуса, вынужденная позиция нижней челюсти имеет еще и свои собственные проблемы. Очень часто вынужденная позиция нижней челюсти является причиной травмирования височно-нижнечелюстного сустава и приводит к хрусту, щелчкам или неприятным ощущениям или даже боли. Кроме того, вынужденная позиция нижней челюсти сужает верхние дыхательные пути, что нередко становится причиной апноэ, о чем мы поговорим отдельно. Вынужденная позиция нижней челюсти от врача требует значительного опыта и хорошего клинического мышления. Очень многие ортодонты в принципе не ставят такой диагноз и уж точно не знают, как его лечить. Лечится вынужденная позиция нижней челюсти в 3 этапа. Я обхожусь только брекетами, эластиками и накладками. Это такие временные пломбы на боковые зубы. Но многие для этого используют ортотики, сплинты, разного рода шины. И это в принципе тоже допустимо, если у данного конкретного специалиста эта методика приносит хорошие результаты. 3 этапа коррекции неправильного положения нижней челюсти. Первое. Вначале мы устраняем причину, то есть формируем правильные зубные ряды, ставим все зубы на те места, которые заложены природой. Второе. С помощью накладок, вот эти самые временные пломбы и эластиков, мы корректируем позицию нижней челюсти, находим удобное положение для пациента, и обычно на этом этапе уже становится легче суставу, пропадает боль в мышцах, и в общем пациент быстро привыкает и даже меняется довольно значительно его профиль. И третий этап – это стабилизация позиции нижней челюсти. Этап очень важен, так как если просто выдвинуть нижнюю челюсть вперед, боковые зубы не будут смыкаться. И как раз на этом этапе мы эту проблему устраняем, и вы получаете не только правильный, но и стабильный прикус. Если же вынужденную позицию лечить стандартными методами, которые применялись в первом и втором пункте, то есть либо дистализацией верхних зубов, либо удалением на верхней челюсти, то проблемы с апноэ и с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава очень часто обостряются, так как нижняя челюсть и так у нас в вынужденной позиции находится, а мы еще вдобавок уменьшаем периметр верхнего зубного ряда и как бы бетонируем неправильную позицию нижней челюсти. Как видите, существует целых 3 причины дистальной окклюзии, и все они требуют разного лечения. Более того, то, что помогает в первом и во втором случае, может серьезно навредить в случае вынужденной позиции нижней челюсти. На этом все. Надеюсь, видео было бы вам полезно. Ставьте лайки и задавайте вопросы. Всем хорошего ортодонтического лечения.